Соскучились по путешествиям, но не знаете, как лучше спланировать свой отдых? Хотите потусить компанией? Провести отпуск с семьей? Или отправиться в романтическое путешествие? Мы подскажем, что, где, как и почем. В каждом выпуске нашего travel-гида мы будем давать полезные советы, как отдохнуть в той или иной стране. Ведь к путешествиям нужно готовиться заранее. Наш сегодняшний пункт назначения – Великобритания. И это даже не одна страна, а сразу 4. Английская классика и средневековые традиции, пиво и футбол, музыка и фестивали, природа и архитектура. В общем, здесь есть отдых на любой вкус. Welcome to Great Britain. Если вы молоды и при деньгах, лучше всего отправиться в английский Манчестер. Город готических соборов, заводов времен промышленной революции и современных стеклянных небоскребов. Ну все, пойдем врываться в это великолепное мероприятие. А то тут слишком скучно без меня. Самое крутое, атмосферное и отрывное развлечение, которое только может быть в Манчестере, это поход на футбол. Тут сразу 2 суперклуба – Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. 2 крутых стадиона – Олд Траффорд и Этихад. Билеты на игру в кассе купить практически невозможно из-за сумасшедшего спроса. Но если есть лишние $300, то у перекупщиков всегда найдется лишний билетик. Так круто! Очень много людей. Вот я обожаю вот эту атмосферу, когда возле стадиона собираются люди. 80% в атрибутике Манчестер Сити. Все в каких-то голубых футболках, какие-то значки. Сразу видно, город живет футболом. Но не футболом единым. Манчестерцы очень азартные ребята и просто с ума сходят от собачьих бегов. Тратят тысячи на ставки. Словом, если в Великобритании и есть свой Лас-Вегас, то он точно в Манчестере. И, конечно же, Манчестер славится своими необычными барами. Как, например, вот это заведение, замаскированное под прачечную. Стоимость коктейля здесь от $15. У меня в жизни, конечно, разное случалось, но из клумбы я еще не пила. Передвигаться по Манчестеру лучше всего на английской классике. Обойдется это в $1000 в сутки. Средний чек в приличном ресторане – $80. А остановиться в Манчестере можно в шикарнейшем отеле «Готэм». Стоимость одной ночи – $470. Я только сейчас поняла, насколько потрясающе, роскошно я в своей вот этой вот шубке сюда подхожу. Не любите пафос и азарт, и к тому же у вас небольшой бюджет, отправляйтесь в Ливерпуль. Город величественных викторианских зданий, старых портовых доков и модерновых архитектурных решений. Вот соединение старой Британии и совершенно новых, новомодных таких зданий, хай-тека такого. Ливерпуль считается самым музыкальным городом Британии. Уличные артисты выступают тут на каждом углу. А музыка играет в буквальном смысле из каждого здания. И это неудивительно. Ливерпульцы называют свой город музыкальной столицей мира. Все из-за местной группы «Битлз», которая в середине 20 века провела настоящую революцию в музыке.
Поэтому и главные достопримечательности города тоже связаны с битлами. Отель Hard Day's Night, на фасаде которого вместо барельефов греческих богов установили статуи богов ливерпульских. Церковь Святого Петра, где повстречались Пол Маккартни и Джон Леннон. Отчий дом Леннона. И, конечно, музей Битлз. А в Альберт-доке стоит самая настоящая желтая подводная лодка. Отдыхают в Ливерпуле в пабах и ресторанах. Их главное отличие от других кафешек – тут почти везде живая музыка. Средний чек – $15-20 на человека. Главный паб города – Каверн. Если не побывали в нем, поездка в Ливерпуль не засчитывается. Именно на этой сцене прозвучал тот Битлз, который впоследствии взорвал весь мир. Это произошло именно здесь, в этом клубе. И именно на этой сцене. Не знаю, у меня мурашки бегут по коже от того, что я здесь нахожусь. Передвигаться по городу удобнее на двухэтажных автобусах. Стоимость около $3. А питаться местным стритфудом – $3-5 порция. Бюджетно поселиться в Ливерпуле можно в хостеле. Койка в аккуратном номере на 6 человек обойдется в среднем в $30. Сюда же включен сытный завтрак и беруши. Просто хостел находится в самом центре. В самом центре бурлящего Ливерпуля. Здесь музыка играет отовсюду. Хочешь отдохнуть? Бери бесплатные беруши. Возьму. В каждом выпуске мы будем делиться с вами списком самых ярких фестивалей и мероприятий той или иной страны. Сегодня очередь в Великобритании. Один из самых крутых местных фестивалей – «Фриндж» проходит в шотландской столице Эдинбурге. Это самый масштабный в мире фестиваль искусств, на который съезжаются продюсеры со всего мира в поисках новых звезд. А сами будущие звезды выступают прямо на центральной улице города. Еще один плюс этого фестиваля – он бесплатный. Вы только вдумайтесь, в Эдинбург съезжается 40 тысяч артистов из 50 стран мира. И все это продлится целых 3 недели. Еще один крутой фестиваль, который проходит в Эдинбурге в августе – Royal Military Tattoo. Это самый масштабный в мире фестиваль военных оркестров, где каждое выступление – это целая отдельная история со своим сюжетом, героями и драмой. Это очень круто. Я считаю, что это должен видеть каждый. Если вам по душе средневековая Англия, то милости просим в июле в Ноттингем. Именно тут, на родине Робин Гуда, в Шервудском лесу, ежегодно проходит масштабный фестиваль имени разбойников Трико, а также ежедневные соревнования по стрельбе из лука и рыцарские турниры. Если вы фанатеете от машин, отправляйтесь летом в окрестности Манчестера. Там, в местном Таттон-парке, проходит выставка ретро-автомобилей. Такого количества уникальных машин разных времен, собранных в одном месте, не повстречать больше нигде. К
тому же на всех этих тачках можно еще и погонять. Просто кино в чистом виде. Хотите романтики и готовы ради этого прилично потратиться? Тогда вам в Глазго. Это крупнейший город Шотландии. Студенческий центр и место, где просто куча величественных мест, словно из слезливых мелодрам. Очень красиво. Просто безумно красиво. Главная достопримечательность Глазго – университет, который больше похож на Хогвартс из фильмов о Гарри Поттере. Самое интересное, что здесь даже можно сыграть свадьбу за каких-то $2000. Вот это романтика! Он выглядит просто величественно, аж мурашки по коже. Что обычно следует за свадьбой? Правильно, желание махнуть вдвоем на край света. И возле Глазго такой край света есть. Остров Скай. Девственная шотландская природа, бескрайние поля, бушующие водопады, утопающие в облаках горы и кристально чистые озера. Вот ради этого стоит ехать на остров Скай. Именно ради вот этой непередаваемой красоты. Передвигаться по огромному острову лучше всего на быстром и просторном автомобиле. Аренда обойдется в $380. А питаться в уютных небольших ресторанах. Средний чек – $75 на человека. Здесь можно арендовать целый домик на берегу гавани за $455 в сутки, где вас двоих никто не тронет и не потревожит. Слушайте, ну прекрасно. Если же бюджет вам не позволяет путешествовать по шотландским красотам, отправляйтесь в Ноттингем. Ведь это и есть самая настоящая Англия с двухэтажными кирпичными домиками, угловыми пабами, кафешками, зелеными парками и скверами. Это я удачно зашел. Романтика в Ноттингеме начинается уже на вокзале, когда вы со своей второй половинкой прыгаете в двухэтажный красный автобус, садитесь на втором этаже в первом ряду и просто кайфуете от колорита этого маленького английского городка. Насладиться природой в Ноттингеме можно в легендарном Шервудском лесу, том самом, в котором обитал Робин Гуд. Правда, сейчас лес превратился в современный и благоустроенный парк. После парка можно пойти пообедать в пабе. Звучит не романтично? А что, если это самый старый паб во всей Англии? Называется «Ye Old Trip to Jerusalem». Раньше тут обедали рыцари, а теперь поесть здесь может каждый за плюс-минус $15. Идеальным завершением дня станет заселение в классические английские апартаменты. Цена вопроса – каких-то $30. Берримор. Кто это воет там на болотах? Кто? А, Регина.
Ну пусть воет, она же певица. Хотя нет, неси ружье, будем решать этот вопрос. Многие любят знакомиться со страной, познавая ее кухню. Великобритания не исключение. Представляем наш топ блюд, которые стоит попробовать на Британских островах. Первый британский must-eat – это типичный английский завтрак. Но это не стереотипная овсянка. Жареный бекон, жареное яйцо, сосиска, кровянка, фасоль и прекрасный тост. Сытно, жирно, калорийно. Подают его в каждом отеле, хостеле или пабе, включительно до полудня. Стоит такой завтрак $10-15. Второе, что нужно попробовать в Великобритании, это хаггис. Главное блюдо Шотландии. Начиненные в овечий желудок потроха барашка, перемешанные с овсянкой, луком и пряностями. И все это приготовленное в печи. Попробовать хаггис можно либо в ресторанах национальной кухни за $50, либо купить полуфабрикат в любом супермаркете всего за $3. В принципе, все достаточно сносно. Я бы даже сказала, вкусно. Третья британская гастрономическая фишка – fish and chips. По-нашему – рыба и картошка фри. Это самое популярное блюдо в любом пабе. Стоит одна порция от $7 до $15. Но учтите, рыбу пересаливают сильно, специально, чтобы пивка побольше брали. Чудесненько, чудесненько, спасибочки. Это вообще-то, ну, естественно, это я не себе, это Саша, он просил, а это... Пиво хотите? Нет, нет, спасибо. Ну, Саш, ну 2 придется пить, я же не пью. Ну а если вы решили отправиться в Великобританию всей семьей, то идеальнее места, чем Лондон, быть не может. Куда пойти в Лондоне, мы все помним еще с первых классов школы. Благо, основные достопримечательности по карману даже тем, у кого ограниченный бюджет. Это же знаменитый Тауэрский мост. Главный символ Лондона – Биг Бен. Не сфоткаться на его фоне – преступление, достойное расследования самого Шерлока Холмса. Если хотите в Лондоне попасть на бесплатное шоу, то вам к Букингемскому дворцу. Церемония смены караула гвардейцами в красных мундирах и пушистых медвежьих шапках – то, ради чего тысячи зевак ежедневно собираются у резиденции королевы. Еще один символ Лондона – легендарная река Темза. По ней можно прокатиться на кораблике за $13. Ну а если есть лишние $30 и пара часов, чтобы постоять в очереди, обязательно к посещению обзорное колесо Лондон Ай. По-нашему – лондонский глаз. С него открывается лучший вид на весь Лондон. Передвигаться по Лондону лучше всего на метро. Цена с проездным $1,5 за поездку. Сами лондонцы не называют метро как метро, а называют его труба. То есть пойдем, прокатимся в трубе. Забавно, правда? Отели в Лондоне дорогие, но если нужно сэкономить, добро пожаловать в хостел Smart. Койка всего $20. Невероятное счастье жить в пешей доступности от центра Лондона.
Ну а бюджетно перекусить в Лондоне всегда можно на рынке Боро Маркет. Тут местных вкусняшек всегда можно бесплатно досыта надегустироваться. Если хотите отдохнуть с семьей на широкую ногу, то тоже лучше выбрать столицу Великобритании — Лондон. Был бы я девчонкой, вот расплакался бы на этом месте прямо. Ездить по Лондону нужно с британским вкусом. Либо на роскошном спортивном автомобиле, арендовать который можно за $600 в сутки, либо на просторном представительского класса за 1500. Лондон официально входит в топ городов мира с самым большим количеством миллионеров. Здесь их живут 165 тысяч. Неудивительно, что в Лондоне самые дорогие в мире особняки и самые дорогие отели. Например, отель «Каринтия». Номер в нем обойдется в баснословную $31 000. Ой, роскошно. Знаете, номер такого типичного лондонского аристократа. Если хочется отдохнуть в Лондоне в компании сэров-миллионеров, это тоже можно. Только за вход в элитный лондонский клуб придется отвалить $1000. Детишек можно отвезти в другой клуб. Каких-то $105 за вход, и малышня будет тешиться в зале, полностью заполненном воздушными шариками. Пообедать как миллионер в столице Англии тоже не проблема. Нужно заглянуть в элитный ресторан «Хайд». Он спрятан вот за такой неприметной дверью. Но обед в нем очень приметный. $585 за сет от шефа из 11 блюд. Это такой нежный и вкусный десерт, что я смело могу назвать его одним из самых вкусных десертов в моей жизни. Ну а если уж британского лоска мало и хочется чего-то эдакого, вперед в Стоунхендж! Самый известный археологический памятник мира находится всего в 130 километрах от Лондона. И увидеть место, о происхождении которого до сих пор спорят ученые, дорогого стоит. Британцы сами себя называют европейцами наоборот. И это абсолютная правда. Поэтому, отправляясь в Великобританию, запомните 3 вещи. Первое. Не верьте всему, что говорят британцы. Они очень воспитанные и тактичные ребята. И, чтобы не обидеть, порой врут или шутят, либо иронизируют. Поэтому многие слова в их версии английского имеют противоположное значение. Так их, конечно, of course означает твердое «нет», а good – «хорошо» означает, что все плохо. Второе. В Британии обязательно следите за своими руками. Особенно если хотите на пальцах объяснить, что вам, например, нужны 2 хот-дога. Никогда не показывайте 2 указательным и средним пальцем внешней стороной ладони. Это приравнивается к оскорблению. Третье, о чем стоит помнить, британская погода непредсказуема. И готовым нужно быть ко всему. Если утром светит солнце, значит, нужно взять с собой зонт. А если идет дождь, то взять зонт и подавно. Стереотип про дождливость Британии не стереотип. Поэтому без зонта или дождевика на улицу вообще лучше не выходить. К поездке в Великобританию мы подготовились. Но это еще не все. Впереди у нас еще много новых путеводителей по странам, в которых вы обязательно захотите побывать. Не пропустите!